День добрый! Сегодня поговорим о группе The Smiths. Это британский музыкальный коллектив, который образовался в 1982 году в Манчестере. Особенностью группы стало то, что они повлияли на несколько музыкальных направлений в конце 20 века, хотя просуществовали всего около 5 лет. Появившись на мировой сцене, они заживо похоронили шедший впереди электронный New Wave, став родоначальниками гитарного инди-рок жанра, того самого, каким мы все прекрасно знаем его и сегодня. Основой коллектива стал Стивен Патрик Морриси и Джон Майер, ставшие называть себя Джонни Марр, во избежание путаницы с барабанщиком другой группы, полным тезкой. Морриси, будучи еще 15-летним отроком, настолько увлекся популярной музыкой, что начал писать письма-рецензии на любимые группы в такие маститые издания, как Melody Maker и New Musical Express. Одним словом, перед тем, как самому начать петь и сочинять песни, он уже был в курсе всех изменений и веяний, которые происходили в музыкальной среде Великобритании за последние десятилетия. Морриси, выросший в Манчестере, сын ирландских эмигрантов, выступал против Маргарет Тэтчер, против королевы, против династии Виндзоров и вообще британской монархии как института, а заодно против мясоедения и даже секса. Долгое время вообще о нем ходил миф как о принципиальном девственнике. Морриси высказывал неудобную точку зрения не только в интервью журналистам, но и в своих песнях, тем самым превратив группу в одну из наиболее политических в истории британской музыки. Джонни Марра можно охарактеризовать как очень рок-н-ролльного музыканта и автора песен, а также весьма любвеобильного и компанейского человека, который не прочь накатить бокал другой. По своим личностным качествам он выступал контрастом вокалисту группы Морриси, который вечно пребывал в ни для кого непонятном, сентиментальном и очень уязвимом состоянии. Морриси можно назвать эдаким отчужденным поэтом, творившим романтизированные шедевры под влиянием Оскара Уайльда. Но, несмотря на всю застенчивость, Морриси, который больше походил на неуверенного в себе романтика-неудачника, в его внутреннем мире присутствовала и более жесткая черта. Сколько обвинений во всевозможных грехах порождали его ироничные произведения. В них неоднократно затрагивалась тема британского национализма и расизма, и на то были все основания. Исполнитель никогда не скрывал, а даже напротив, всячески выражал свое презрение к регги, блюзу и прочей грязной, по его мнению, негритянской музыке. Название было выбрано в пику характерной для музыкантов новой волны тяги к красочным и помпезным словосочетаниям. Морриси в 1984 году говорил, что предпочтение было отдано самому простому названию, поскольку музыканты решили, пришло время простым людям этого мира явить свои лица. В 1984 году в коллектив добрали недостающих участников, бас-гитариста Энди Рурка и играющего на ударных Майка Джойса. Свои первые концертные выступления они провели в конце 1982 года, а уже к весне 1983 о группе, вокруг которой сформировалась небольшая, но прочная группа поклонников, узнали в Лондоне, и они подписали контракт со столичным лейблом, выпустив здесь сингл. Песня, содержавшая в тексте гомосексуальные аллюзии, произвела фурор в прессе и стала андеграундным хитом, поднявшись на 3-е место в британском чарте. Пресса начала оживленно обсуждать и сценическую персону Морриси, который выступал со слуховым аппаратом и букетами гладиолусов, рассованными по карманам. Ими он в финале осыпал зрителей. Морриси, стремясь подчеркнуть тему гомосексуализма, даже выбрал для обложки фотографию голых ягодиц актера Джорджа Омара.
Родители басиста группы Энди Рурка были далеко не в восторге от этой обложки. Он вспоминал. Отец сказал: «Ну там же мужская задница». Я ответил: «Ну да». Но на вопрос, что собственно она там делает, ответа я уже не нашел. Начались частые интервью, в которых вокалист без капли стеснения высказывал свои отнюдь не бесспорные и частенько непопулярные взгляды, что также наводило ажиотаж вокруг коллектива. Вскоре в свет было выпущено еще несколько синглов. К примеру, «Этот очаровательный человек». Даже став более известными, они забраковали идею появления самих себя на обложках. Вместо этого Морриси предпочел изобразить на них всех своих кумиров. На этой обложке популярный французский актер Жан Море в сцене из фильма Жана Кокто «Орфей». Практически каждый их новый сингл попадал в топ-30. А вот что касается альбома, то для его записи потребовалось несколько попыток и целый год времени. Пластинка, названная по имени группы, была готова лишь в марте 1984-го. Однако затяжное ожидание никоим образом не отразилось на успехе. Пластинка заняла достойную вторую позицию в английском чарте и занимала лидирующие позиции практически 33 недели. Но не обошлось без скандалов. Таблоиды усмотрели в тексте одной песни завуалированную поддержку в педофилии, что в итоге было с негодованием отвергнуто фронтменом группы. Кроме того, для первого альбома он выбрал изображение секс-символа 60-х. Актера Джо Д'Алессандро, протеже Энди Уорхола. Кстати, Д'Алессандро также украшает своей промежностью обложку альбома Rolling Stones. В свое время противоречивый документальный фильм Эмилия де Антонио о войне во Вьетнаме в год свиньи возмутил некоторых зрителей своими провьетнамскими взглядами. Морриси позаимствовал оттуда знаменитое изображение капрала Майкла Уина, но с небольшой поправкой. Оригинальная надпись, выцарапанная на шлеме Уина, была «Make love, not war». Но кузнецы заменили ее на название альбома, который был выпущен в 1985 году под названием «Мясо – это убийство», который отличался более выраженными социальными и политическими заявлениями. Главная песня стала протестом против убийства животных и имела яркий вегетарианский подтекст. Следуя своим убеждениям в песнях, Морриси в интервью заявлял, что все участники группы вегетарианцы, а поскольку это не соответствовало действительности, как позже выяснилось, запретил коллегам употреблять мясные продукты публично, чтобы не быть за этим занятием сфотографированными. Это выглядело тем более странно, что Марр глубоко погрузился в рок-н-ролльный образ жизни и стал выглядеть как нечто среднее между Китом Ричардсом и Брайаном Джонсоном. Тем временем Морриси продолжал шокировать прессу и публику своими интервью. Он критиковал правительство Тэтчер и британскую монархию. Знаменитой стала его фраза: «Можно, оказывается, одновременно очень беспокоиться о народе Эфиопии и причинять каждодневные страдания народу Англии». Морриси все чаще принимал активное участие в общественной и политической сфере жизни, старательно навязывая окружающим свою точку зрения. Понятное дело, что этим он немало напрягал остальных участников группы.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В том же 1985 году группа была на длительных гастролях в США и Великобритании. Одновременно с этим записывался их третий альбом «Королева мертва». После выхода сразу же пластинка заняла второе место в британских хит-парадах. Французская звезда Ален Делон украшает сей шедевр творчества. Делон лично написал фронтмену группы о своем согласии на использование своего фото из фильма «Непокоренный». Ответ, однако, пришел с оговоркой. В автобиографии Морриси упоминал слова Делона о том, что его родители будут недовольны, если альбом назовут «Королева мертва». Кроме того, в этот период атмосфера внутри группы осложнилась. Юридические проблемы со звукозаписывающей компанией вызвали задержку релиза. Альбом был полностью готов в конце 85-го, однако его увидел свет на несколько месяцев позже запланированного срока. А вскоре из-за продолжительных гастролей Мар очень устал, пал в депрессию, стал злоупотреблять спиртными напитками и чувствовал себя больным человеком. Кроме того, в начале 86-го басист Рурк подсел на героин. По этой причине он был уволен из коллектива, и его заменил Крейг Геннон, который проработал с остальными ребятами менее 1 года. Ушел, когда закончились гастроли. При этом альбом до сих пор не теряет своей актуальности. И в 2013 году вошел в список лучших альбомов всех времен и народов по версии журнала New Musical Express. Весной 1987 года мировая публика узрела сразу несколько сборников, не вошедших ранее в альбомы треков. В этот же период группа упорно трудилась над своим 4-м студийным альбомом. Первая кандидатура Морриси для обложки, Харви Кейтель, отклонила предложение касательно обложки. Поэтому пришлось поместить фото Ричарда Давласа, партнера Джеймса Дина по фильму «На восток от Эдема». Дин был одним из кумиров молодости Морриси, о котором он еще до карьеры в группе написал небольшую книгу. В составе к этому времени обострились конфликты. Джонни Марр страдал от нервного истощения и находился на грани алкоголизма. Гитарист заявлял, что его гению недостаточно места в группе и что якобы Морриси отказывается от исследования новых музыкальных сфер, да и вообще препятствует участию Марра в сторонних проектах. Так или иначе, прощальная работа группы была успешно завершена. Пластинка появилась уже в то время, когда группа перестала существовать. Несмотря на это, основатели группы считают этот альбом самым удачным среди всех остальных. Когда коллектив перестал существовать, Морриси начал заниматься сольным проектом. Первый альбом артиста отображал его чувства по поводу завершения деятельности его группы. Он стал хорошим стартом успешной сольной карьеры. До конца 90-х музыкант выпускал треки, которые пользовались популярностью в США гораздо больше, нежели на его родине. И это при том, что для американцев The Smiths были не более чем широко известным бэндом в узком кругу любителей. Что касается Джонни Марра, то он стал бессменным гитаристом группы The, не прекращая параллельно участвовать в иных проектах, наиболее известным из которых можно назвать Electronic. А в начале нулевых музыкант основал свой собственный коллектив.
Lord knows it would be the first time. В 2000-х не умолкали слухи о воссоединении коллектива, однако Морриси и Марр их все время опровергали. В 2006 году Морриси признался, что музыкантам даже предлагали $5 миллионов за воссоединение коллектива. Однако он отказался, поскольку не видел никаких перспектив развития группы, утверждая, что она себя исчерпала. Тем более, что бывшие участники группы не общаются и ничего общего между ними нет. Возможно, это правильное решение, потому что конфликты между музыкантами все равно бы уже не позволили создать ту музыку, которую создавала группа на старте. Участники еще тогда, в 80-х, стали слишком разными и слишком далеко отошли друг от друга во взглядах на музыку и творчество. The Smiths просуществовали недолго, однако им хватило и 5 лет, чтобы оставить после себя богатое, а самое главное, действительно ценное наследие. Ребята успели издать 4 студийных альбома, несколько щедрых сборников и массу прекрасных синглов, которые попали в самое яблочко, плотно засев в умах нестандартно мыслящей британской молодежи 80-х годов. Именно творения кузнецов и стали образцом беспроигрышной системы координат для последующих английских продолжателей инди-рок стиля. Goodbye, we love you. Thank you. Goodbye. Thank you.